Когда слепому псу делают операцию, чтобы он снова мог видеть, и он впервые за долгое время видит семью своего хозяина, его реакция вызывает у вас бурю эмоций. «Бенджи, нет!» – закричала Сандра, в ее голосе слышалась смесь беспокойства и смирения. Но было уже слишком поздно. Слепой терьер с беспорядочными и непредсказуемыми движениями бросился вперед с безрассудной решимостью. В мгновение ока он врезался в антикварный столик, стоявший в углу гостиной на протяжении нескольких поколений, драгоценная семейная реликвия, которая выдержала бесчисленные праздничные посиделки и ленивые воскресные дни. От удара деревянная поверхность задрожала, и стоявшая на ней изящная ваза на долю секунды опасно закачалась, прежде чем поддаться силе тяжести. Она упала на пол со звуком, который, казалось, проник до самых костей Сандры. «Бенджи, иди сюда, мальчик», — позвал Патрик с порога, в его голосе слышалась смесь беспокойства и наигранной веселости. Он вытер руки кухонным полотенцем, отложив недоеденный ужин, чтобы разобраться с последним из длинной череды происшествий. Это был их новый постоянный клиент. Жизнь, полная постоянной бдительности, переставленной мебели и мягких уголков. Жизнь, в которой каждый день приносил новые испытания не только для Бенджи, но и для всей семьи. Прогулка по их дому превратилась в полосу препятствий для их любимого питомца и, как следствие, для них самих. Но вскоре все изменилось. По крайней мере, семья надеялась на это всеми фибрами души. Встреча с ветеринаром была назначена на следующее утро. Бенджи отвезут домой, и им придется ждать и молиться, чтобы операция прошла успешно. Прежде чем уйти, дети осыпали его поцелуями, и Сандре пришлось приложить немало усилий, чтобы не разрыдаться у них на глазах. Следующие несколько часов показались им вечностью, так как семья с нетерпением ждала звонка из ветеринарной клиники. Казалось, каждое тиканье часов на каминной полке эхом разносилось по дому, постоянно напоминая о том, как летит время, и о тяжести их ожидания. Сандра расхаживала взад-вперед, не в силах усидеть на месте, в то время как Патрик то успокаивал детей, то каждые несколько минут проверял свой телефон, как будто собирался позвонить только усилием воли. Сандра невольно вспомнила тот день, когда они привезли Бенджи домой. Крошечный комочек шерсти с огромными лапами и лаем, который казался слишком большим для его тела, был подарком на день рождения их старшему ребенку, с которым они росли вместе. За прошедшие годы он стал гораздо большим. Он был доверенным лицом, товарищем по играм, источником утешения во время грозы и долгими ночами. Теперь, глядя, как он лежит рядом, она почувствовала, как к горлу подкатывает комок. Изменился не только Бенджи. Изменилась ситуация во всей их семье, которая зависела от его потребностей и ограничений. Однако сегодня был день надежды. Ему предстояла операция по восстановлению зрения. Мысль о том, что они увидят его реакцию, о том, что они снова познают мир, поддерживала настроение Сандры и Патрика. Они цеплялись за эту надежду, как за спасательный круг, представляя себе тот момент, когда глаза Бенджи засветятся узнаванием, когда он с прежней энергией пересечет комнату и жизнь вернется в нормальное русло. Казалось, прошло так много времени с тех пор, как их любимый терьер смог нормально видеть. Все началось одним судьбоносным утром в прошлом году, днем, который начинался как любой другой, но изменил все. Сандра заметила, что Бенджи натыкается на предметы чаще, чем обычно. Сначала они отнеслись к этому как к неуклюжести. Возможно, он был просто рассеян или взволнован. В конце концов, Бенджи всегда был энергичным псом, склонным к случайным ошибкам в своем энтузиазме. Но шли дни, и несчастные случаи становились все более частыми и серьезными. Однажды вечером, когда семья сидела на крыльце, наслаждаясь прохладным вечерним воздухом, Бенджи выбежал к ним, как делал это бесчисленное количество раз до этого. Но на этот раз что-то
изменилась. Он оступился на ступеньки крыльца, отличительной особенности их дома, по которой он без особых усилий передвигался в течение многих лет. Вместо обычного грациозного прыжка он рухнул на траву с визгом, от которого у Сандры по спине побежали мурашки. Вот тогда-то и началась паника, холодный страх, который поселился у нее в животе и отказывался уходить. На следующий день они были в кабинете ветеринара. Осмотр был тщательным, и с каждым тестом и хмурым взглядом ветеринара Сандра чувствовала, как ее сердце сжимается все сильнее. Когда, наконец, был поставлен диагноз, он подтвердил их худшие опасения. У Бенджи был диабет, и неконтролируемый уровень сахара негативно сказывался на его здоровье, особенно на зрении. В течение следующих нескольких месяцев лечение диабета у Бенджи превратилось в постоянную работу, которая отнимала у них всю жизнь. Корректировка его рациона питания сама по себе была непростой задачей. Прошли те времена, когда ему тайком приносили объедки со стола или угощали его любимыми лакомствами. Вместо этого каждый кусочек пищи был тщательно отмерен и рассчитан по времени. Строгий режим, который Бенджи изо всех сил пытался понять. Еще одним препятствием были инъекции инсулина. Они должны были делать инъекции дважды в день в обязательном порядке. Поначалу Бенджи хныкал и пытался вырваться, не понимая, почему его любимая семья причиняет ему дискомфорт. Каждый раз это разбивало им сердца, но они знали, что это необходимо. Постепенно он принял это как часть своей рутины, но процесс никогда не становился легче для Сандры и Патрика. Это был изнурительный, но необходимый труд, за который они взялись без колебаний. Они проводили бесконечные исследования, консультировались со многими ветеринарами и даже присоединились к группам поддержки владельцев домашних животных, страдающих сахарным диабетом. Их жизнь начала вращаться вокруг графика ухода за Бенджи. Будильники сообщали о времени кормления, уколах инсулина и социальных мероприятиях, спланированных с учетом его потребностей. И все же, несмотря на все их усилия, ничто не могло предотвратить постепенное ухудшение его зрения. Это был медленный процесс, поначалу почти незаметный. Бенджи колебался, прежде чем запрыгнуть на диван или подольше поискать свои игрушки. Но по мере того, как недели превращались в месяцы, изменения становилось невозможно игнорировать. Когда его зрение, наконец, полностью восстановилось, казалось, что мир изменился для всех. Тот день, когда Бенджи проснулся и не смог выбраться из постели, навсегда запечатлелся в их памяти. Его некогда любопытный взгляд сменился пустым, расфокусированным, который, казалось, смотрел прямо сквозь них. Как будто погас свет не только в глазах Бенджи, но и в их доме. Но потом, когда они уже потеряли надежду, ветеринар предложил новый вариант – операцию. Это была сложная процедура без риска, но она давала шанс восстановить зрение Бенджи. Семья несколько дней обсуждала это, взвешивая потенциальную пользу и риски, мучительно размышляя о том, правильное ли это решение. Теперь, пока они ждали новостей, в воздухе повисла тяжесть от принятого решения. Телефон Сандры зазвонил, нарушив тишину, которая окутала дом, словно толстое одеяло. Патрик схватил его со стола. Его сердце колотилось так громко, что он был уверен, все это слышали. «Это ветеринар», — сказал он дрожащим от страха и предвкушения голосом. Звонок был коротким, но Сандре и Патрику показалось, что он длился целую вечность. Каждое слово ветеринара было проанализировано и тщательно проверено на предмет любого намека на результат. «С ним все в порядке», — сказала ветеринар спокойным и ободряющим голосом. «Операция прошла успешно. Вы можете приехать и забрать его сегодня днем». Облегчение накатывало на них волнами, но неуверенность все еще оставалась. Какой будет реакция Бенджи, когда он увидит их снова? Узнает ли он их? Будет ли он тем же псом, которого они запомнили? Следующие несколько часов прошли в суматохе.
Они подготовили дом, убедившись, что все находится на своих привычных местах. Они разговаривали приглушенными, взволнованными голосами, пытаясь справиться со своими ожиданиями, в то время как в их сердцах расцветала надежда. Когда, наконец, пришло время отправляться в клинику, воздух в машине был насыщен предвкушением. В клинике они ждали, затаив дыхание, пока ветеринар объяснял, какой послеоперационный уход потребуется Бенджи. Наконец момент настал. Их любимый пес вышел, слегка наклонив голову и щуря глаза от непривычного ощущения света. Его движения были осторожными и неуверенными, но в нем было что-то другое, настороженность, которой не было уже несколько месяцев. Когда Сандра наклонилась к нему, он яростно завилял хвостом, и этот знакомый жест вызвал у нее слезы на глазах. Ветеринар объяснил, что ему потребуется некоторое время, чтобы полностью привыкнуть, и что его мозгу необходимо заново научиться обрабатывать визуальную информацию. Но Бенджи видел их, по-настоящему видел, впервые за время показавшееся ей вечностью. Она объяснила, что Бенджи может потребоваться время, чтобы полностью обработать информацию, которую получает его мозг. «Представьте, что это как пробуждение от долгого сна», — сказала она. Поначалу все казалось странным, даже знакомые вещи. Бенджи нужно время, чтобы сопоставить свои воспоминания с тем, что он видит сейчас. Ее слова были ободряющими, но пока они шли к машине, Бенджи все еще казался нерешительным, почти испуганным. Он отказывался садиться в машину, что делал бесчисленное количество раз, без каких-либо проблем. Потребовались нежные уговоры и терпение, чтобы, наконец, успокоить его. Дорога домой была тихой, наполненной надеждой и дурными предчувствиями. Они были готовы ко многим последствиям, но почему-то это промежуточное состояние, которое Бенджи мог видеть, но не был уверен в себе, не входило в их число. Сандра время от времени протягивала руку, чтобы погладить его по голове, бормоча слова ободрения, в то время как Патрик то и дело поглядывал в зеркало заднего вида, следя за любыми изменениями в поведении их любимого питомца. Только когда они вернулись домой, наступил настоящий прорыв, момент, который навсегда запечатлелся в их памяти. Входная дверь распахнулась, и Бенджи снова заколебался. Его лапы зависли над порогом, а нос подергивался, когда он вдыхал знакомые запахи. Гостиная была точно такой, какой ее оставил Бенджи. Знакомый и в то же время какой-то чужой. Когда он вошел внутрь, его движения были по-прежнему осторожными, а нос напряженно работал, вдыхая так хорошо знакомые запахи. Но его глаза увидели все это впервые за несколько месяцев. Сандра и Патрик обменялись взглядами, и их сердца забились где-то в горле. Настал ли этот момент? Момент. Вызовет ли знакомая обстановка тот отклик, на который они надеялись? Внезапно Бенджи насторожился, услышав какой-то звук в коридоре. Родители Патрика, с тревогой ожидавшие их дома, вышли из кухни. Когда они вошли в гостиную, Бенджи застыл на месте. Его взгляд, ясный и сосредоточенный, остановился на них, и на мгновение время, казалось, остановилось. Затем, словно щелкнул выключатель, произошло нечто экстраординарное. Хвост Бенджи начал вилять сначала медленно, затем все энергичнее, пока все его тело не затряслось от этого движения. У него вырвался стон, звук узнавания и радости, от которого у всех на глазах выступили слезы. И затем, в порыве энергии, которая, казалось, взялась из ниоткуда, Бенджи бросился через комнату. Он залаял, но не тем растерянным, разочарованным лаем, к которому они привыкли, а радостным, восторженным лаем, который эхом разнесся по всему дому. Он запрыгнул на отца Патрика, упершись передними лапами ему в грудь, и завилял хвостом так сильно, что его было видно, как в тумане. Он узнал их. После нескольких месяцев мрака, после смятения последних нескольких часов, Бенджи узнал свою семью.
Сандра наблюдала за происходящим, и ее сердце переполняли эмоции, которые она не могла описать. Слезы текли по ее лицу, пока Бенджи бегал от человека к человеку, лая и поскуливая от безудержной радости. В этот момент ему показалось, что все вокруг разом вернулось к нему. Мир, который он когда-то знал, вернулся, и его реакция была более эмоциональной и сильной, чем кто-либо мог ожидать. Вся семья собралась вокруг, не в силах сдержать слез, наблюдая, как Бенджи заново открывает для себя каждый сантиметр дома. Он двигался с удвоенной энергией, обнюхивая знакомые предметы, а его хвост не переставал радостно вилять. Он задержался у коробки с игрушками, глубоко засунув в нее нос, прежде чем вынырнуть со своим любимым мечом и бросить его к ногам Патрика с выражением надежды на лице, которое говорило о многом. «Хочешь поиграть, мальчик?» – спросил Патрик, прерывающимся от волнения голосом. Бенджи залаял один раз, подпрыгивая от возбуждения. Когда Патрик бросил мяч через всю комнату, Бенджи погнался за ним со всем щенячьим энтузиазмом, его движения снова стали уверенными. Дети, наблюдавшие за происходящим с широко раскрытыми от удивления глазами, разразились радостным смехом. Они включились в игру, перебрасываясь мячом взад-вперед, а Бенджи с безудержным ликованием носился между ними. Их смех и радостный лай Бенджи наполнили дом, симфония счастья, которая смыла месяцы беспокойства и грусти. Сандра опустилась на колени и раскрыла объятия, когда Бенджи бросился к ней. Он бросился в ее объятия, извиваясь от счастья всем телом. Слезы текли по ее лицу, когда она зарылась лицом в его шерсть. «Ты видишь нас, не так ли, мальчик?» – прошептала она хриплым от волнения голосом. «Ты действительно вернулся». Бенджи отстранился, глядя ей прямо в глаза. В них было узнавание, глубокое и проникновенное. Он издал пронзительный радостный звук и лизнул ее в щеку, виляя хвостом так сильно, что все его тело затряслось. Его реакция была именно такой, на какую они надеялись, и даже больше. Это подтвердило, что их любимый питомец, член их семьи, действительно вернулся к ним. Ветеринар был прав. Потребовалось время, но Бенджи, наконец, снова стал самим собой. Встреча с семьей, первая настоящая встреча с ними после операции, вызвала у него невыразимые эмоции. В течение нескольких месяцев они боялись, что он никогда их больше не увидит, что связь, которую они выстраивали годами, навсегда изменится. Но теперь, когда они смотрели, как он ходит по комнате, время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть на каждого из них ясными блестящими глазами, они поняли, что их страхи были беспочвенны. В тот момент, когда Бенджи наконец успокоился, положил голову на колени Сандры и с довольным вздохом закрыл глаза, семья снова почувствовала себя единой. Патрик сел рядом с ними и обнял Сандру за плечи. Дети столпились рядом, протягивая руки, чтобы погладить Бенджи, их лица светились радостью. Их путешествие было долгим и полным неизвестности. Бывали моменты отчаяния, когда они сомневались, правильно ли поступают, но видеть, как к их любимому псу возвращается зрение и, что более важно, его дух, стоило каждой слезы, каждого мгновения душевной боли и каждой бессонной ночи, проведенной в беспокойстве. Когда они сидели там, окруженные теплом семьи и ощутимой любовью своего питомца, они поняли, что это было нечто большее, чем просто счастливое завершение трудной главы. Это было новое начало, сулящее еще больше радостных моментов. По мере того, как тянулся вечер, наполненный играми, смехом и бесчисленными моментами радостных открытий, они понимали, что какие бы трудности ни ждали их впереди, они встретят их вместе, как семья, с Бенджи рядом. Его глаза снова сияли и были полны жизни. Вы когда-нибудь были свидетелями момента искренней радости и признания, который тронул ваше сердце?
Поделитесь своими мыслями и переживаниями о том, как любимые домашние животные преодолевают трудности, в комментариях ниже, и поблагодарите за то, что выслушали эту трогательную историю. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать еще больше захватывающих историй, подобных этой.